Всем привет! В этом видео поделюсь с вами, так скажем, бюджетным способом по заточке ножей, который в свое время мне очень сильно пригодился. Его основное преимущество – это доступность, вот, так скажем, в более домашних таких мастерских. Для этого способа не нужны какие-то специальные приспособления, допустим, камни для заточки. Все можно приобрести в строительном магазине и по достаточно приемлемым ценам. Итак, что нам для этого понадобится? В первую очередь, конечно же, должен быть инструмент. В данном случае это нож сталь Rapid. Это мой первый нож, которым я до сих пор пользуюсь. Следующее. Нужна наждачная бумага на водостойкой основе. То есть основа у нее из бумаги, но эта бумага не раскисает при попадании жидкости. Я для эксперимента брал себе разную гридность. Гридность обозначается на бумаге вот так, таким вот образом. P1500, P600, P2000, P800, есть 3000, в общем, есть разные. Чем больше это число, тем мельче у нас абразив, и тем щадяще эта бумага снимает наш металл. То есть для работы я бы меньше 800 гридность не использовал, потому что потом остаются очень глубокие канавки на металле, их сложно убирать. Ну и при заточке, допустим, вот такого вот ножа больше 1500, больше 2000 гридность тоже, как на мой взгляд, она не нужна. В принципе, этого достаточно для работы с кожей. По выбору самой бумаги еще есть рекомендация, что нужно брать производителя Matador. Я так понимаю, эта бумага продается на авторынках. У меня не было возможности съездить туда. В строительном была только вот такая. В принципе, для моих потребностей она подошла. Бумага продается в формате А4, вот такие вот листы. В идеале, конечно, их вот так вот не скручивать, а хранить в ровном, в разложенном состоянии. Также понадобится ровная плоская поверхность. В данном случае это шаблон для вклейки молнии из оргстекла. Можно использовать любую поверхность. Потом клей-карандаш, тоже любого производителя. И масло. А теперь, по сути, в домашних условиях мы создаем камень для заточки ножей. Я беру небольшой кусочек наждачной бумаги 800-ки. На основу наносим этот клей-карандаш, чтобы бумага у нас приклеилась к стеклу и не скользила. Вот. Наклеиваем ее на нашу ровную плоскую поверхность. Как уже говорил, лучше бумагу не сворачивать, потому что когда она свернута, вот здесь края начинают отклеиваться и подгибаться. Наносим несколько капель масла на наждачную бумагу. Так вот ее как-то растираем. Так, масло более равномерно распределилось. И теперь, по сути, можем работать. Как затачивать нож? Тоже я в этом не специалист. Все методом пробы и ошибок. Как, допустим, показывают мастера в своих видео. Вот у нас есть здесь спуск у ножа, да, и потом есть подвод и режущая кромка. Так вот, нужно нож класть на вот этот вот спуск, да, и потом чуть-чуть приподнимать, и вот в этом таком вот с таким углом затачивать наш нож. Движения могут быть разные, допустим, такие, как я сейчас показываю, или же некоторые мастера затачивают вот так вот круговыми движениями. То есть мой учитель по трудам, он затачивал ножи вот так вот. В принципе, тоже удобно, если нож, к примеру, небольших размеров. Не знаю, на что это влияет. Тоже, может, в комментариях кто-то ответит на этот вопрос.
Вот. И точим таким образом наш ножик. Нож у меня с двусторонней заточкой, поэтому и с обратной стороны тоже проделываю эту операцию. Точно сказать, сколько, допустим, нужно точить нож на разной гритности, я не знаю. Делаю вот таких вот подходов 3-5. Там чуть-чуть так, допустим. Потом перевернул, с обратной стороны заточил. Потом еще раз. Периодически вытираем нож какой-то тканью, тряпочкой. Вот вытираем этот уже снятый металл. Вот. С одной, допустим, гритностью закончили. Далее использую 1500. Как бы это финальная, да. Где-то читал, что рекомендуют использовать шаг, допустим, наждачной бумаги. Там 800, 1200, потом 1500, потом 2000. Я обычно использую две гритности. 800 и 1500. И мне, ну, как бы для моих задач этого достаточно. И проделываем то же самое, выдерживаем тот же угол. Также затачиваем дальше нож, но уже на более мелкой наждачной бумаге. После заточки рекомендуется сделать несколько резов по коже, чтобы снять заусеницы. Еще один момент по поводу дощечки с пастой Гои. На ней мы ножи не точим, а, так скажем, правим, да, то есть делаем несколько движений, когда уже чувствуем, что нож начал как бы резать хуже. Тогда чуть-чуть как бы правим на этой дощечке, а затачивать ножи на ней не получится. Вот, в общем, делаем несколько резов. И все, нож готов к работе. Проверяю степень как бы заточки, насколько хорошо заточил нож. Просто резом, не бумагу режу, а вот именно саму кожу. Если он выполняет свои функции, значит все как бы сделано правильно. Вот, берем. То есть этой рукой я его не веду, а вот подталкиваю пальчиком. И в принципе все нормально работает. То же самое, допустим, на тонкой коже. Полосочку отрезали. Здесь можно брусовать. Ну, не знаю. В общем, заточилось, как по мне, неплохо. Как всегда, буду рад рекомендациям и советам от более опытных мастеров. Пишите комментарии. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки. И спасибо за просмотр.